другой авторитет звонит уже такой, настоящий, бля. Встречу. Ну, я думаю, что случилось, бля. Блин, Димон, да убери ты, Так она не работает. Да? Ой, Димон, ты в следующий раз будешь приезжать первым делом, когда виду скажу, в аэропорту прямо ласты ему закручивать, отбирайте всю аппаратуру. И то он какой-нибудь подпольный ноготок найдем. Мы это записали. Она не работает у тебя, Димка сказал же. Ты же сказал, она не работает. Заметно. Я поменял батарейку просто. Она же мигает. Ну, значит, работает. Она же мигала, ты сказал, не работает. Тогда Дима. не работала, сейчас работает. Она точно так же мигала. Недавно включил. Все нормально, Олег Федорович. Димон, блядь, ты мне, честно говоря, запарил уже своей херней, блядь, шрайбику сдолбанной, блядь. Если бы не эта херня, то никто бы не просил бы на равных с Айдаром Флюрычем. А что, кто-то просит на равных с Айдаром Флюрычем? Кстати, вот, Комментарии. люди после тренинг-кемпа очень много просили на равных. У каждого из нас есть адреса, которые близки нашему сердцу. Для меня таких адресов существует 3. Один находится в городе Балашиха, Московская область, где я родился. Один адрес находится в городе Таганрог, Ростовская область, где я прожил 15 лет, познакомился со своей супругой. Там у меня родилась моя дочка. И еще один адрес, очень мне близкий, это город Уфа, где живет мой тренер Ярулин Айдар Флюрович, с которым мы прошли 20 лет моей спортивной карьеры. Он был всегда со мной и в хороших ситуациях, и в плохих. Вот. Для меня этот двор действительно очень тепл и близок, как свой родной, где живет Айдар Флюрович. Эта программа будет о нем. Ничего себе! Ничего себе! Подпольщик. Здравствуйте. Здорово, футболист. Слышь, а он реально здоровее тебя. Здравствуйте. Лет вот не видел. А когда последний раз здесь был? Ой, не надо, а грустно. Не позорься хоть на камеру. Вы приехали в музей тяжелой атлетики. Пока это всего лишь находится в 10-комнатной квартире. 20 комнат. Да? Уже охренеть просто. Это чисто наше, только Давида, Руслана, привет. Он прикольный. Я бы штангу немножко поменял вокруг. Зачем? Ну, говорит, непонятно. Не, наоборот, все класс, не надо ничего менять. Именно такой, знаешь, вот, прикольная, мощная коряга. Послушай, вот сейчас рубанули Ловчева. Под огромным вопросом сейчас выступление вообще наших лидеров. У многих там 2 флажка, не забывайте еще про Адамс, контора, которая тоже спит и видит. Сейчас скрыли эти пекинские пробы, лондонские ты уже в курсе, да? Ребят наши уже начали щелкать. Ну это все пока на уровне слухов только. Ну какая разница, слухи-то сам знаешь. А и вот их могут в конце так шибануть, когда уже ничего нельзя будет успеть сделать. Ни по каким судам бегать. Не знаете, что я сейчас не понимаю? Когда кипиш был вокруг России, то я, русских, да, я понимал,
Что за прикол? А когда сейчас начали казах скрывать, там другие, вот это зачем происходит? Как вы думаете? Понимаешь, чуть-чуть смазать картину. Ни хрена себе Гильена заявили. блин. Вот я и говорю. С одной стороны, конечно, ты, Хаджи Мурат, вы так вовремя чухнули, это просто. Я несколько дней назад сидел с Зубовой Олей, с Надей Стюхиной. Все, Ольга, конечно, в шоке. Блин. Ольга, конечно, это вообще корова. Бедная Ольга. 4 года прождать дисквал, все, опять выступить на мире. Как она танцевала на Кубке президента взрослых. На банкете? Какая она На была банкете? красивая, цветущая. Вот пришла в таком платье, на таких каблуках. Ну, модель. Она сейчас у нас в зале работает. И Оля, собака привет. буквально. Видишь, что Айдар тоже говорит? Красивая, веселая. Но мне кажется, что Какая культура? когда дисквалифицируют, ну, в обычном режиме, да, то есть там прошли соревнования, там одного хапнули, двух, вот это как бы удар такой по человеку. А сейчас, когда уже спустя сколько лет кого-то долбят, дисквалифицируют и в таком большом количестве, то именно для самих спортсменов это, ну, не такой большой удар. Конечно, да и Потому что все равно народ так или иначе, Никто- адекватный народ, он понимает, что это политика. Конечно, никто это всерьез не воспринимает. Это просто идет давление на страну. На страну. Я думаю, что многие виды спорта пытаются залезть в олимпийскую программу. И что? Для того, чтобы вот туда залезть, расширить уже не получается. Штангу никогда не забывай, что это с первых Олимпийских игр. Это чё? один из самых старожилов. Нет. Вон, некоторые виды борьбы пытались убрать. Виды, хотя их там 5 видов, сам, и то обломали. А вот штангу, ты что? Многие думают о том, что именно хотят штангу убрать, нет? Вот я на 1000% уверен, это у него. А я почетный член МОК, да нет, штанга на такой высоте. Ты обрати внимание, все президенты МОКа, кто бы не был, они на тяжелой атлетике фактически на всех категориях и награждают, и вручают. На первой Олимпиаде уже была штанга. Это же, назови еще виды спорта такие старожилы. Борьба. Ну, борьба, легкая атлетика, Легкая атлетика, штанга. Вот представь. Поэтому... Ой. А сколько теперь видов спорта? Это же уму непостижимо. Такие виды, которые иногда смотришь, их вообще понять не можешь. Типа вот этого керлинга. Это я вообще вот... Что, нормально? А нет у вас в керлинг поиграть нельзя? Давайте поддержим этот вид спорта, Айдар Федорович, съездим, Не, я поиграем. просто, может, я тупой такой, насколько я по телевизору смотрел, я так и не мог понять систему эту. У нас вот ты вышел, вот штанга и ты. Да это вы просто фанат. Нету у тебя ассистентов, как в пауэрлифтинге, где спортсмена не видно. Он ложится, и вот его облепили там 100 ассистентов, его не видно, не слышно, и они пытаются попасть в Олимпийские игры. Я считаю, вот это, конечно... Димон, они пытаются в Олимпийские игры попасть? Конечно. Ну, делают вид, по крайней мере. Да? Ну, это же, ну сам подумай, некоторые лифтеры даже не могут на этот помост самостоятельно подняться. Так нет, ну они же могут и Перед без концом. экипировочных. О, вот это будет, и без страховки. Пауэрлифтинг без экипировочных, почему О, нет? вот это будет биться за медали. Это будет, вот ты вышел, никто тебе не помогает, присел, она тебя убила, придавила, или в жиме лежа ты уронил ее на грудь, сломал себе грудь. Это будет вид спорта. Зрелищно, да? Да, вот это будет вид спорта. Пацаны, кто за то, чтобы штангу в олимпийской программе поменять на безэкипировочный пауэрлифтинг? Вы там в комментариях напишите, Айдар Федорович. Зубы ты послабее, без локтя сейчас сразу. Я сейчас в форме Вот хорошей. я и говорю. Не надо. Штанга-то как таковая, она никогда не погибнет, потому что в России этих больных тренеров, которые тренируют. Так в России только. Ну и в СССР, так сказать. А за границей там таких фанатов намного меньше. Я знаю, не, ну как она, если олимпийский вид, очень штангу сейчас спасает то, что женщины появились. Вот это спасает его. Столько стран сейчас, где женщины просто будут... Ну это из-за кроссфита. Почему же кроссфит? Потом выступают-то по штанге. Нет, ну они приходят в кроссфит, начинают Чемпионат мира. штангу пробовать. Чемпионат мира возьмем последний. Там никаких только стран нету. Это же- Ну вот я вам приведу пример. С Исландии приехало 5 девочек, они все топовые кроссфитерши. Да. Ну, Да. может. Нет, вот штанги, женская штанга сейчас только из-за кроссфита. А из-за чего? С хрена. Да кроссфит же недавно появился. Ну вот не надо, 10 лет уже. Григорьевна, добрый гутен морган. В Уфе 14:00, в Москве 12:00. Джинсы я изляпал уже. Мы просто с тобой думали, через сколько я джинсы испачкаю. Нормально все по плану. Сижу, тру. Я не знаю, что я за последнюю неделю каждый день куда-нибудь вляпаюсь. За неделю каждый день. Что я мог здесь ливануть на них?
Просто единственные джинсы. Который ты взял с собой? У меня вообще единственные джинсы. Может, подарить тебе, съездим, купим? Или у тебя только такие бутики, где начинается от 10 тысяч рублей, тогда я пас. Кстати, смотрите, мы хорошо у нас начало дня. Вы здесь налили себе, я себе испачкал. А? Точно. Спортсмен от тренера недалеко ушел. Ты мне чай нальешь сегодня или нет? Или только теперь Дима, все, я не человек уже. Все. Надо кофейку еще бахнуть. Помнишь, как ты домой приехал? Мы с тобой приехали. И мать твоя смотрит так. Ты говоришь, что творишь? А ты сидишь и с блюдца чевалишь. Вы меня заразили, Она в таком шоке была. И ты говоришь, что... я тогда реально прикололся, вот прожил здесь с вами, ё-моё, и прикололся с чаем, вот, с молоком и с блюдечком. Она в шоке была. Вы не трясите, мы сейчас все изляпаем, мне И больше ты говоришь, ходить нечего. что за, говорит, татарская роза? Говорит, тут нарисовал. Ребята, если кто там с Уфы, с близлежащих, специалист хороший, Кольцевая 103, скажи. кольцевая 103, да? Детский дом номер 9. Детский дом сейчас вот отпугнул, блин. Почему? Мы на самом деле не представляем, как этот зал выглядит в детском доме. Сейчас зайдешь и увидишь. Ностальгия. Я здесь столько раз был, пипец. Каждый год был. Я же в призах каждый год на соревнованиях был, поэтому мне надо было на чествование приезжать. Сказать, охеревшая морда. Гульнуть в 3 поколениях. Да, гулял с батей, по ночным клубам терся с Димкой. Ну видишь, ты же, блин, Что? тормозишь процесс. Если бы ты с сыном приехал, я бы точно его у тебя забрал и гульнул бы. С тобой тоже какой интерес. Детский дом номер 9. Вотчина теперь уфимских штангистов. В сентябре будет ровно год, как мы сюда переехали. Да, будет ровно год. Что же вот у нас каникулы, все дети разъехались. Здравствуйте, богатыри. Дверь закрывайте, чтобы пух не залетал. Зал, в котором, я могу смело сказать, вы видите даже это и по стенам, кумиром всех является Дмитрий Клоков. Больше всех тащатся все вот от этой фотографии, не от нее, а от надписи. Конечно, здесь... Ну вот, Айдар Флюрович, мы это и сделали. Хотя еще 2 года назад я и сам было перестал в это верить. И только вы не сомневались, что нам суждено быть олимпийцами. Если бы не вы, я бы никогда не испытал бы слезы радости и счастья, стоя на олимпийском пьедестале. Я вас очень люблю. Моя любимая Прикинь, надпись. что ли, да? А вот, Диман. А вы представляете, если бы я выиграл? Да. Разница небольшая. Вот тоже твоя. Это мои висят, мои любимые твои эти надписи. У меня много. Моему отцу в тяжелой атлетике, тренеру и другу Ярулину Айдару Флюровичу, Ярулину с одной «Л» написал. Подписывая много раз ваши вот эти вот все штуки, я только сейчас выучил, что надо с 2 «Л». От Клокова Дмитрия спасибо за то, что вы привели меня в штангу и сделали чемпионом мира. Мне прикольно. Весь разбитый. Мы вот его взяли. Он внутри, он смотри. Вот мы его соединяем к соревнованиям, скрепляем скрепками, и для соревнований хватает. Потом он опять весь рассыпается. Сейчас бросать можно, нет? Конечно, почему нет? Ну-ка, локти, Ваня! Закрепи локти!
Кто-то снимает. Кто-то снимает. Все нормально, спину нельзя держать. Позорно. Это какой подход? А? Какой подход? Первый на 60. Первый. Все нормально сделать. Бросай. Живот напряг, спину напряг. Как лучшие времена. Может, ты успокоишься? Ну, это на первый день, бля. Неохота тебя в больницу везти, бля. Пацанов немножко покуражить, подмотивировать. Самый перспективный наш Артемка, но лентяй. Сегодня разрешаем не тренироваться, потому что простыл, да? Наша будущая звезда. Вот потом, когда станешь олимпийским чемпионом, вот это будут показывать, понял? Все, ребят, внимание, 190. Это вам не фунт изюма, бля. Как в старые добрые времена, бля. Держать его! Потом посвящается Алексею Ловчеву. Его день рождения. Сегодня Лехи день рождения. Давайте Ловчеву, у него сегодня день рождения, сами знаете, какая у него проблемная жизнь сейчас. Я так рукой махну и крикнем: «А, Леша, с днем рождения!» Договорились? Приготовились? Леша! Перевожу. Леха Ловчев, с днем рождения. На самом деле на 190, вот на 180 подходил к штанге, хотел пацанов немножко смотивировать. А на 190 уже подходил, хотел Лехе снять видео. Не совсем был что-то я как-то уверен, что с дорожки я пору, поэтому я не стал перед подходом кричать. Думаю, подстрахуюсь, ё-моё. Не, нормально, почувствовал прям. Лехе день рождения сегодня. Я бы, если бы крикнул: Леха, перед подходом, это подход твой, а потом бы я локоть бы сломал, блин, ты же это бы выставил по-любому, понимаешь? Конечно, я Вот, беспринципная тварь. Ты вообще опасный. Не, у тебя как всегда, Димон, по нарастающей, что на соревнованиях всегда было. Последний подход у тебя бывал самый лучший. 60 еле порвал. Вон 30-ка. Самый идеальный подход же был 30. Я всегда последний подход. Да, это... Что тут можно сказать? Дима остается прежним Димом. Чем больше вес, тем лучше в техническом исполнении в нем получается. Вот только что мы с ним говорили, на Олимпиаде точно так же было. 230, решающий подход у него был самым идеальным по технике исполнения. 230 Клоков. Такие веса на соревнованиях, на чемпионатах мира Дмитрию Клокову пока не покорялись. Ну, Дима, стоять! Блестяще! Дмитрий Клоков! 230 килограммов берет Дмитрий, он на олимпийском пьедестале. Второй Дмитрий Клоков. Клоков, и это и есть Клоков. Ни одного не было, ни чемпионата мира, ни чемпионата Европы, с которого бы Дима приехал без медалей. Не было таких соревнований. Или чтобы он принес команде нулевую оценку.
фактически таких атлетов у нас в России в последнее время можно перечесть по пальцам. Боец. Тима, он был, есть, я думаю, даже и в будущем будет бойцом. Это его главное качество. В обычной рывковой тяге ты таз можешь удержать здесь? Ну, можешь. В рывке ты не можешь, потому что начинаешь куражиться. Ты думаешь там о чем-нибудь еще, но точно не о жопе. Поэтому она сразу автоматически поднимается. Но в тяге ты можешь так делать? Но ты же это не делаешь. Вот как так, объясняю? Расстроил ты меня. Ванька, вот если бы я тебе дал тряпку и сказал вытереть что-нибудь, ты бы вытер? А ты балбес. Первый раз прощаем, второй раз я тебя выгоню из зала, понял? У нас такого не бывает. Ты сделал? Да, я уже заметила. Теперь берешь 20 килограмм и на груди по 5 раз 5 подходиков. Локти, локти, локти не опускай. Так и ноги пошире, пошире ноги. И в отдачу. Держи локти, Ваня. Не опускай локти. Плохо, Ваня. Смотри, что делаешь. Подсюдаешь локти. Вот, смотри, Вань. Вот как садишься, так локти и держи, понял? Ну и что? Одну повесил, вторую отдыхаешь? Артурович, что вы можете рассказать про прически Дмитрия Клокова? Вот видно по фотографиям, что было время, когда он экспериментировал, да? Какое ваше отношение? Он не экспериментировал, он всегда был как бы в авангарде моды. Он же такой у нас парень, моднячий. И, ну что можно сказать, нашему подлецу все к лицу. Когда он гелем там прилизывался, это было нормально? Это было ненормально, а вообще... Ну вот даже посмотрите, вот он лохматый, 2005 год, с медалями. Если человек красавец, по-моему, ему дали ирокез, сделай, все равно красиво будет. Тем не менее, гель вы не одобриваете? Нет, конечно, это уже идет к потусторонним личностям, поэтому я все не одабриваю, что нас приближает к женщинам, поэтому я человек старой закалки, пусть это сейчас модно, эффектно, способствует карьерному росту, но я человек старой закалки, поэтому мужчина должен оставаться мужчиной, а женщина женщиной. Ксюша, Ксюша, ровно подседай на всей ступне. Не надо вперед валиться. И за голову. Ты же у меня красавица, надо и поднимать красиво. Локти, локти, локти. Вот и толкаем. Ну вот сразу на прямые. Резче ноги разбрасывай. Вверх толчок, Боря. Во, во. 5 подходиков на технику. Нет, ты на мою страничку-то залез, посмотрел? Хорош весь компромат писать, ну ты что творишь? Нормальный человек был, адекватный, блядь. Вот штанга. Влияние тяжелой атлетики на мозг. Ярчайший представитель. Побочные действия тяжелой атлетики. А вы свою ромашку строили, что ли? Какую? Что это? Ромашку вашу. Вы ромашку накололи. Какая ромашка? Завтра я буду с 3 до 5 тренироваться на Кольцевой 102, да? 103. На Кольцевой 103. Детский дом. Да, там детский дом, там зал у них тяжелой атлетики, и вот я там буду. Вот сегодня пока я не знаю, мы едем в ресторан «Империя», да? Да. Ресторан «Империя» рядом с президент-отелем. Зеленая роща. В Зеленой роще. Это да.
Спасибо за внимание, за то, что так вот организовали нам. Спасибо. Так что пьем за вас, дорогие друзья. Спасибо. За вас. За всех. За всех. У нас большая честь как бы с вами. Не, ну я тогда прикололся, но я не бегал голый по горам, блин. Нет, ты не бегал, ты старт принял просто. Как кентавр, как статуя, как памятник. Пипец. Это мы вырежем, да? Не знаю. У меня плохая память. Не было такого. Ты не пробовал вообще? Пробуй. Лимон с кофе. Это Нет, какой-то, сейчас не хочу. это какой-то их не Я попробую. Оператор Давид, Дима сказал, я не поеду снимать историю тяжелой атлетики, потому что я пауэрлифтер, если вы мне не пообещаете вечерние вечеринки. Мы ему Давида подарим В смысле? на все дни. В каком смысле? Гидом по властным местам. Хорошо, что Не уточнили. в том смысле, в котором ты подумал. Хорошо, что Мы тебе уточнили. подарим Давида для того, чтобы Давид тебе дарил уже культурные развлечения, понимаешь? А то ты От этого вечно- до этого полшага. А то ты вечно, блин, все возьмешь и отдашь. Просто меня отдали. Эдар Флюш, а к свинине какое у вас отношение? Я очень раньше любил свинину, но в связи с очень сильным мусульманским отклонениями в моей родне запрещено, поэтому Но нет, да и обманете, да? не только в условиях боевых действий. Мусульманам разрешено в условиях боевых действий, а соревнования это приближено к боевым действиям, там. Да. Хотя это глупость, конечно, я абсолютно с этим согласен, но вся родня у меня очень сильно в последние годы стала вот набожная, Давид не даст соврать. Что, знаете, это Лен. Что он говорит, а? Ты потом субтитры наложи, Не, ну тут это- чтобы было понятно нам, Не, о чем он Дима. говорит. Третьеклассник, за него сейчас прибежит Киреев. Были такие случаи. Когда первоклассник обидели, Ну, что ты сказал про Кирилла? и они приходили в школу, и старшеклассники из окон выпрыгивали в школе, убегали. Потому что попробуй такого подсадить. Это себе смертный приговор подпишет. Мне машину за что сожгли? Вот это зачем надо было? А сколько раз у нас окна эти занавески поджигали, окна били. Мы же давим, и будем давить всех этих мразей. Не, ну это классно. Так, это каждое мое слово может отнести в банк. Это Есть, наконец-то, мы сняли. Собираемся с Айдаром Флюровичем на рынок за продуктами. Вспомним 80-е, 90-е и затаримся. Гуля ничего не покупает, сейчас все привезем, денег не надо. А раньше вы с чем, если не с битами, с чем ходили? Не, биты же позже появились. Просто С ломами? с нежным взглядом подходили и все. В образ вошла. Вот такие девушки у нас на каждом шагу в Уфе. С научной точки зрения это связано с тем, что Уфа, Урал – это как бы стык Европы и Азии. И поэтому здесь очень большая мешанина наций. И поэтому у нас такие красивые девушки. Получается, вы сказали, что деньги были, в принципе, с рынка основные. Да. Ну вот на чем? В основном это вот выгрузка арбузов, охрана. Выгрузка? И охрана. Арбузный весь бизнес это. Приезжали много лет одни и те же самые люди с Ташкента. И у нас уже с ними вопрос решался. И выгрузки, и охраны. Ну охрана что, чтобы арбуз не скупали? Они и продажи, и все. А крыша? Ну, То это же самое? все и есть. Это и есть охрана. Не будешь же называть это крышей. Все это и... Это вы сейчас называете охраной или В то раньше вре- тоже это охрана называлась? Нет. И в то время каждый же в порядке вещей было подойти, просто взять вот так арбузик, подбросить и уйти вместе. с ним. Серьезно? Конечно. А вот это нельзя было делать, как раз, Ну да? как? Вот поэтому у нас в среднем одна драка и бывала в день. И пацаны, штангисты работали, Конечно, поэтому к нам все вот эти корейцы с удовольствием ехали. Они знали, что проблем тут не будет никаких. И с выгрузкой, но выгрузка поэтому была очень дорогая. Нигде столько не платили за выгрузку, сколько нам. Но это был каторжный труд. Представляете, 20 тонн фура приходит арбузов, и каждый проходит через твои руки.
Все работали. Начинали? Конечно. Но когда они по юношам выступали в Жиковской Бибулине, уже да, работали они? они до этого уже работали. Да? Вот такими они работали. Ты что, это же потому что такой источник дохода был. И когда все это закончилось? Долго это у нас было, когда вот начались уже оптовые рынки, когда они начали приезжать и сдавать вот. А так вот весь этот рынок раньше, он был завален кучами арбузов. Каждый хозяин привозил, выгружал. А помимо арбуза Накрывать. что еще было? Все было так же, просто это было не так цивилизованно, как сейчас. Нет, я имею в виду, к чему еще отношения имели? Так ко всему. Кафешки, ларьки мы помогали открывать все. Наши знакомые, наши девушки наших штангистов, жены наших штангистов торговали, все. Салим, просто сегодня очень много народа и телевидения, и все. Да причем тут просто подъезжай. Причем тут президент-то, Салимыч? Да прекращай, Салимыч. Я уже тем более столько говорил про вас, блин, что нам с директором повезло. Да? Кто сейчас тут главный на рынке? В смысле? Вообще директор по продуктовой. Хотелось это поговорить, чтобы чуть-чуть детдому тоже какую-нибудь спонсорскую. Я запарился их кормить. Мы же спонсорскую делаем. Не, я хочу вот именно моим штангистам конкретно, целевую. У меня там все штангу поднимают. Видишь, какие красивые девушки у нас работают. Так же, со мной вместе жили в этом общежитии. Ну повернись, хоть покажи, телевидение это снимают для телевидения. Ты где живешь-то у нас сейчас? Там же это где? Ну, здесь же, в общаге. Че в гости не живешь? В какой комнате ты живешь? Ну, там же инди. Номер комнаты. Зачем? Че? Боишься, что в гости придем? Муж убьет потом Не меня. бойся, он же знает меня тоже. Не надо бояться. Не переживайте, криминального ничего нет. Дмитрий Клоков. Клоков. Как ты можешь не знать? Я обалдеваю. Это мы вырежем. А что? Батя предложил академию открыть здесь. Почему отказались тогда? Тогда получилась такая ситуация. Давида Адамовича Ригерта мы уже подтянули в федерацию на пост главного тренера. И когда начались выборы, перед этим мы были в Испании с Павлом Сергеевичем Горулевым. И когда Павел Сергеевич Горулев сказал, что желательно, чтобы он возглавил сборную, я отца-то твоего сумел уговорить. А академия тут при чем? Мы-то планировали первую в Уфе, вторую в Таганроге. Он же 6 штук планировал. Батя, да? Да, и когда вот уже полностью Давид Адамович тогда очень мудро поступил, когда уже выборы фактически он выиграл, и в последний момент Клоков меня услышал, старший, тут же ему прям в президиуме говорит, давай самоотвод. Давид Адамович дал самоотвод, Павел Сергеевич Горулев стал главным тренером, и я уже сам предложил, говорю, Вячеслав Иванович, первую академию надо делать. Ну а вторую-то начали строить в Кисловодске, а не в Уфе. Нет, Кисловодске же не начали строить. А мы Как не начали строить? На меня были все документы оформлены. Мы тут тоже начали. Какое там здание построили? Я сам тут, лично ездил. Руслан, скажи, фундамент был, тут уже все было тоже. Ты что, тут уже было все, смотрели, как будем переделывать, как будем второй этаж. Вот здесь планировали сделать? Да, она фактически вот так бы и была. Да? Первый зал, на втором гостиница, сауна, туда же она вдаль идет. Там уже фундамент такой был заложен. Я не знаю, он, наверное, до сих пор этот фундамент так и остался. В Кисловодске хороший построили, там знаю. место хорошее. Я Здесь, знаю. конечно, типа как в Таганроге. Не, дело-то не в этом. Кисловодцы, это понимаешь, это курортное место. А здесь вот именно сюда, понимаешь, и добираться удобно. Таганрог добираться все равно тяжело. А здесь Урал, Сибирь, центр, всем удобно добираться, понимаешь? Мы как раз как бы в середке находимся. Сейчас жалеете, что отказались? Конечно, конечно, жалею. Че, пойдя в общагу? Это общежитие, в которое я переехал из Кумертау в 86 году. И вот на 4-м этаже, 3-е окно. Именно в этой комнате родились мои сыновья, Давид, Руслан. По этому стояку 4-й этаж. И вот самое интересное... А чего форточку не закрыли? Я не понимаю, как мы там умудрялись в этой комнате небольшой. Собирался народ, десятки человек собирали, и постоянно у нас находился повод для гулянок. Это был просто какой-то кошмар. Как жена моя умудрялась там все это готовить, накрывать эти столы. А чего вы мне здесь не пробили хату? Да, Димон. Сейчас бы раз приехали. Хотели-то побольше. Знаешь, Димон, я единственный, наверное, кто хату не получил из сборников, блин. Ты и Тюкин, блин. Ты и Тюкин. Уфа, ё-моё, представляешь? Хотя бы в общаге бы. Да, тут цены на эти комнаты, ой-ой-ой. Они просто думали, ну что, если такие бабки рубят, сам купит себе квартиру. Ну
Да? В то время ты такой рубильщик был прямо, бля. А мне кажется, И- это немножко опасно, когда здесь терки, тут живете, тут А семья. куда деваться? Это опасно А было. куда деваться? Ясное дело, Да? риск был бешеный. Был, да? Конечно, ты что. И Сейчас окно в окно, ё-моё. тем более в те времена тут было, ты что? С огнестрелом? Да с чем только не было. Да? Ну это же все. В среднем, говорю же, вот, на выгрузках, на торговле, в среднем, иногда в день 5 драк было, иногда не одной, но в среднем, вот за сезон, за летний, в день по драке у пацанов было. Ладно, вот хорошо, что милиция была такая, они знали, что это спортсмены, и когда вот уже их приводили, уже все знали, что это... То есть вас знали как штангисты? Конечно, конечно. И поэтому уже тут было все в порядке. Вот благодаря вот этому рынку мы залы сохранили. Вообще было 15 залов. А во времена этой перестройки, не будем называть, как она называется, остался один зал. Нет, Это ну проверка, что вы. это как оно, как ты сказал? Ревизор. Закупка, контроль, нет, нет. Охранник только что был. А Нет, паспорт, нет. прописка? Работал бы ты здесь лет 15 назад, он бы тебя крышевал бы. О, бывало, вот такие ящиками стояли в зале. Просто презенты. Что, просто подарили, что ли? Конечно. За красивые глаза? Почему за красивые? За сильные глаза. Он на ящик намекает, ты понял, да? Нет, сейчас нести даже некуда, Димон. Ты нас смотри, гирьку убери, это. Что? Гирьку лишнюю. Да я шучу. Камера все-таки сильное оружие, да? Пипец, блин, вообще. Ну, кстати, твоя камера работает лучше, чем моя камера. Размер важен. Размер важен. Вот в нашем деле размер важен. Ну, город миллионник, и представляете, это миллионник, фактически это одна большая улица, проспект Октября. Он один из самых длинных, даже был в Советском Союзе по протяженности. Тянется вдоль реки, напоминает Волгоград, который тянется тоже на десятки километров вдоль Волги. А Уфа тянется вдоль Белой и несколько районов, которые уже теперь за счет разрастания приросли. Это Затон, Дема, Шакша. И очень поэтому длинный. Вот мы, когда у нас не было зала здесь, в Черниковке, фактически каждый день ездили 20 с лишним километров туда, по центральной улице, через все светофоры и пробки, и 20 с лишним километров обратно, каждый день. А по поводу метро не будет его здесь? О, давно уже планировали ведь, но у нас весь город стоит на горе, это видно вот когда въезжаешь в город, а под ним пустоты, в которых нереально что-то делать, просто нереально. Как вы думаете, что первое построят, метро или центр тяжелой атлетики? Я думаю, центр тяжелой атлетики, если когда-нибудь построят, то построят центр, потому что метро вообще нереально. Уже пытались, начинали уже станции, уже первую вот недалеко от нас, в Черниковке уже. Кстати, мой товарищ с Пермского края работал в этих шахтах, и ничего не получается из-за того, что грунт у нас нереальный. Поверхностное будет. Поверхностные ветки уже в ближайшем времени появятся. Но это будет не подземное метро, а такое как бы наземное. Весь город стоит у нас на горе, понимаете? Понимаем. А внутри, даже вот, говорит, когда памятник Салавату Юлаеву устанавливали, там тоже, говорит, пустоты, туда столько загоняли всего, вот, чтобы поставить эту конную фигуру, укрепить под ним землю. Туда тоже, говорит, загоняли очень много. Знаем мы все вас как весельчака, подписчики мои вас знают уже как весельчака. Хочется узнать, вот откуда вы родом, о ваших родителях, вот что-то оттуда. Давайте начнем. Расскажите про своих родителей. Ну, родом я с Пермского края, хотя корни все мои здесь, в Башкортостане. Это Илишевский район, которым я являюсь таким свадебным генералом. Меня приглашают на все юбилеи, заставляют одевать мне мой иконостас. Просто я родился в Пермском крае, отец мой в молодости после армии уехал работать на шахту. Там проработал всю свою сознательную жизнь. Сколько вам до лет уже? пенсии.
Мне? сейчас? Не надо грустным. Зачем? Сколько вам лет? 55. Похож? Ты хотел сказать 75? Да нет, нормально. Ну, вот я вас знаю уже как такого начитанного, образованного дяденьку, а вот в школе вы как были? Вот именно что. Что? Был, вот это мой бич был, что был настолько начитанный, настолько знал историю, и первым был в октябрятах, в пионерах. Вы отличником всегда были? Отличником не был. Я только именно отличник был в гуманитарных предметах. Литература, русский, история, так это вообще была. У меня моя первая учительница, она очень любила параграф рассказать по истории, ну, то, что в учебнике. Потом, когда она уже закрывала учебник, убирала авторучку и говорила: вот теперь начинай. И бывало, урок пролетал вообще незаметно. Я очень много любил именно исторической литературы, читал и мог на любую тему что-то сказать. То же самое было и в институте физкультуры. Когда я поступил, у нас предмет был история коммунистической партии, и вел человек, профессор, который прошел всю войну, командовал танковыми войсками, весь орденоносец был. Когда я 9 мая увидел его именно в парадном мундире, я был в шоке. И когда мы с ним начали спорить по истории именно Отечественной войны, а времена советские были, и я ему задавал такие вопросы, на которые он так на меня смотрел, пытался ответить. Потом, когда уже вот мы с ним несколько раз встречались, он говорит: бросай свою кафедру тяжелую атлетику, переходишь ко мне. И я, говорит, я гарантирую 100% кандидатскую диссертацию уже, звание кандидата наук вместе с дипломом. Тогда это круто было? Ну, да? Тогда это было. Ну, тем более вместе с дипломом одновременно. И мы с ним часами спорили, и он всегда потом говорил: ты молодец, но нигде не вздумай это вслух задавать при других людях. Ну, даже вот такие простые вопросы. Тогда же о репрессиях никто не говорил. Никогда. Короче, он вас предостерегал от тех же вещей, которые вы сейчас делаете. Не, часто гласность. Сейчас же гласность, а тогда этого не. И он просто, я ему задал вопрос, например, почему вот у всех там героев, именно вот начиная с 35 по 40 год, резко у всех почему-то умирали родители, говорю, именно отцы. Что за, говорю, такая напасть была? Кого не возьми из героев, там, молодогвардейцы, Зои Космодемьян, любого возьми, папы резкие именно. А потом-то уже начинали узнавать, что репрессии-то как раз в эти годы и шли, и народ-то убивали сотнями тысяч. Что нельзя было об этом говорить, да? Да, какой, вот он так удивлялся, что я это все знаю. Ну, я не хочу хвастаться, но в войну вот было более 11 тысяч героев Советского Союза. Фактически я мог рассказать почти про всех, где, что, когда. Ну, это мне было интересно. Я же тогда не был штангистом. Вот в тот день, когда вы узнали о тяжелой атлетике, что существует такой вид спорта, чем вы на тот момент занимались? Я его вспоминаю, как будто это было вчера. Мой брат Марат Ярулин был бегун. И его рекорд Башкортостана стоит с 1976 года, с Олимпийских игр. Прикольно. В Монреале, он как раз на предолимпийской на неделе. Какой дистанции? 10 километров. И вот это самый старый рекорд Башкирии, он не побит никем. До сих пор? Да, даже близко никто приблизиться не может. И я тоже начинал бегать. У нас в роду фактически вот основной вид спорта у всех Ярулиных — это бег, у всей родни моей. И чисто случайно в 1977 году повторяли фильм «Вес взят», он у меня сейчас есть в коллекции. И показывали про чемпионат мира 1975 года. И вот там показывали 3 подхода Ригерта к весу. Где он не поднимал? Да, вначале он взял на грудь, не встал, потом штанга его прокинула, и в 3-м подходе. И все. Где он полотенце бросил? Меня как будто бы тазом. Но он сильный момент, даже по сегодняшнему Это меркам. просто. И вот тогда, мне было фактически еще не было 17 лет, я уже знал, что мой первый сын будет Давид. Хотя прошло столько лет, и вот я уже знал, что первый сын у меня будет Давид. Только Давид Адамович Ригерт, мой получился Давид Айдарович. Вот. Захотели вы в штангу? Да, я... Или тогда не было с этим проблем? Каких не было проблем? Я же поселок, фактически деревня. Ближайший город 8 Говорят километров. же, что в Советском Союзе везде за штанги были. Не абсолютно. Ближайший город 8 километров, и в нем тоже секции не было. С этого города надо было ехать еще 10 километров, где была секция. Наш шахтерский поселок и рейсовый автобус ходил раз в час.
И вот уже в 10 классе я уходил с последнего урока, все знали, вот я начинал собирать портфель, директор это вел физику или там, ну любой предмет, все уже знали, бесполезно. Надо уходить, да? Потому что если я на 2-часовой рейс не успевал, следующий в 3, и это получалось, что я приеду только поздно ночью домой. Ну а что вот вами двигает, если вот так тяжело доезжать было и так далее? Для меня это была чепуха абсолютно. Ну что вы хотели от штанги? Да я просто, это как, ну я даже не могу объяснить. Я уже не представлял жизни без штанги вообще, да. У нас же шахтерский поселок, и на шахте компрессорную установку разобрали, с нее вот такие втулки забрали железные, ломик, и вот наша штанга была, до сих пор, она у меня все время была, я потом на ней уже приседал, и я сейчас понимаю, какой я был рахит, я приехал в секцию и не смог толкнуть 35 килограмм. Ничего себе. Приехали туда. Вы сколько тогда весили? Ну, килограмм 50. меньше даже. Дрыщ был вообще, и ростом маленький был, и вот именно успел за это время вот вытянуться. И уже в те времена я был тренером. В Малаховку как рванули? Время пришло выбирать? Но я 100% знал, что я поступлю в техникум физкультуры Альметьевский, это в Татарстане. Кстати, так ни разу там и не был. Вот сейчас приглашают на соревнования, хочу с удовольствием поехать с ребятами, посмотреть. И у меня документ уже все было оформлено на этот Альметьевск. И в советском спорте ЦС «Спартака». Приехал на Казанский вокзал, куда деваться, ничего не знаю, 2 суток в поезде, вообще ничего не соображаю. Но поздно вечером приехал, электрички, смотрю, в Малаховку рано утром. Ночь прокатался на этом эскалаторе, для меня это была такая интересная экзотика. Первый раз я его видел. Потом ночь так проторчал, приехал в Малаховку, и уже соревнования начались. Соревнования там были, в Малаховке? Да, прямо в институте. И я сразу на помочь, вот у меня вес там 52 с граммами, они там, кому это надо, ЦС «Спартака», господи, засунули меня в 56. И Мирзаян, Аксен тоже, вес что-то у него 53 килограмма. Прихлопнул без проблем меня, я там еле толкнул то, что он вырвал. А я все, выступил классно, посмотрел институт, и никогда не забуду, Воробьев тогда читал лекции для тренеров спартаковских. И нас свободно туда пускали. Для меня это было, Воробьев читает лекцию, меня не выгоняют. Для меня это было что-то. Кудюков приходит, рассказывает, Игорь Савич, царство им обоим небесное. И для меня это было, я впитывал. Я думал, я тебя в техникум приеду в Альметьевск, я там буду самый король. Я видел живых там таких людей. Как раз Аркадий Никитич набирал экспериментальную группу Воробьев. И набор. И мы с Санькой Бабушкиным, парень тоже с Красноярска, в Сибири, не добрали по полбалла. Проходной балл был там страшный, конкурс 7 человек на место было. Но это было, больше был только конкурс на кафедре футбола, 11 человек. Конкурс был ровно футбольная команда, у них на место было. И не поступали даже золотые медалисты, их рубили, потому что уже те, кто поступили, сборная СССР юношеская, они уже выступали где-то на соревнованиях, мы потом узнали. Там просто команду уже засунули в институт. Как котировалась Малаховка, это было что-то нереальное. Но если при мне, вот, Ренат Досаев сдает экзамены, Третьяк, Михайлов, Петров. Все в одно время? Да, мы их всех живых видели. Для нас это было, это в порядке. Там, если собрать всех звезд, это просто нереально, просто нереально. Это вот благодаря тому, что, во-первых, Аркадий Никитич, наш великий, собрал такой профессорско-преподавательский состав, кворума преподавателей института свободно хватало для защиты кандидатских и докторских диссертаций. Это собрать кворум, это такая проблема. А тут он просто по селектору объявил, профессора собрались, и кворума хватало. Когда с батей первый раз увиделись с моим? Ой, это была тоже история. Вначале увиделись с твоей мамой. Вот так вот, да? Да, в колхозе. Ну, дама-то была ой-ой-ой. Да? Ну, и я что-то не то, что там прямо вот в любви признавался, но балдел от нее. И пока все на картошке, я по садам, груш, яблок, затарю все полные сумки. И я им как вывалю этих груш, яблок там. Подкатывали, да? Да.
А они нам добавку. Штангейцы все уже меня вообще спокойно с картошки отправляли. Ты давай по садам, потому что добавка-то нужна, все голодные. Ну, конечно, сады я теребил. Собирал груши, яблоки. Кто тебе там разрешит? Ну, и все. И так вот мы с ней уже с корифай, а мне ребят подкалывают. Ты, говорит, аккуратнее, у нее там парень-то остался. Нас-то всех отправили, мы никто, а батя-то твой уже на союз готовился, уже в сборной. Там, говорит, паренек остался, говорит, 110 килограммов, блин. И я там, он 110, я 55. Пресс как дам, пополам сложится, вот и на равных биться будем. Ну, такой был шебутной, блин. А ему-то тоже рассказывают, ну и он ждет, когда ему там конкурент приедет. Когда увидел меня, а у него как раз спина болела. То есть он уже был на равных. Он ее закачивает. Такой, никогда не забуду, такие красные штаны, белая футболка с такими рукавами. И вот такие волосы, блин. У бати моего, да? Вот до сюда такие прямо. И Прямые такой, у него или волнистые были? волнистые. У меня тоже волнистые. И он такой ходит, и хмурый такой. И мне потом рассказывает, говорит, вот показывает, вот, говорит, вот этот орел. Лорин орел. Господи, говорит, и так-то строения нет. Что, говорит, тебя показали, бля. Конкурент, бля. Ну и я хожу, думаю, что за дядя? А мы же все общаемся, уже разговариваем, а этот хмурый всю спину. Говорит, что за урод, бля. Так мы друг другу не понравились, вот вообще. Дрыщ худой, волосы длинные, уши торчат, нос татарин. И такой шустрый везде туда-сюда. Я думаю, какой, блин. А он на меня, еще не знал, кто я, но смотрит, говорит, я смотрю. То есть мне не понравилось, что он очень шустрый, везде лезет. Мешает там, может, даже кому-то поднимать. А он говорит, смотрю, все нормальные. Один ходит в углу там, злой какой-то, все про себя что-то мычит и спину только качает. Вот так наше знакомство состоялось. Ну, я забыл про него, что, господи. Потлатый какой-то. Да. И сидим в комнате, а у нас комната была проходной двор, вот все у нас. И вот толпа сидит, чай пьем, ну что там, масло, хлеб, топчем. И заходит, так посмотрел. А можно я чай с вами попью? Ему что, охерел, что ли? Заходи, пей, ты что? Он сел, батон, мы же так режем, он вот так вот разрезал, взял, масло намазал, достает банку черной икры, бля, сверху намазал, закрыл банку и ушел. Бля. Для меня это был такой шок. Ну, я-то еще не понимал, что человек готовится. Что это поганый второразрядник приехал. Я такой на него смотрю. Ребята, говорю, ну это же полный беспредел, блядь. Да ему башку оторвать надо, уже завожусь, блядь. Уже чувствую себя тяжем, блин. Все уже там. И Юра спокойно говорит, парень на союз готовится, блин. И я понял тогда, что это уже, извините. И он поел, видимо, там в закутке у себя дома уже. А он жил вот наша комната и через коридор его в Малаховке. И опять к нам зашел. И вот с этого дня как-то вот мы с ним все. А он же еще плохо видел уже тогда. Батя-то твой, уже со зрением, уже проблемы были. И мне погоняло дали, поводырь. Он слепой. А я, где, говорит, твой поводырь, блядь? Везде мы были вместе. Вот уже. Скоро 40 лет, как... Да, через год 40 лет. Мы с ним познакомились в 1977 году, то есть в следующем году уже будет 40 лет. Это многого стоит. Было всякое у нас, конечно, когда люди рядом находятся. Но я говорю, он умеет дружить, он умеет любить. Я христианин, он мусульманин, но он мне как брат. Вот реально как брат. Его супруга, жена Гуля, как сестра мне, его дети, мои дети. То есть настолько мы любим, я уже в множественном числе говорю, наша семья всех его, я думаю, нашу. Институтская жизнь, насколько она сделала вашу жизнь вообще? Вот? Именно в это время была вот эта экспериментальная группа, именно в это время всплеск научной вот этой энергии был Воробьева. Он собрал такой тренерский состав, столько вот этих ученых, он такие условия создавал. Даже мы, паршивые вот члены группы,
маленькие, и то талоны получали на питание. И рядом, то, что вот я прошел вот эту, рядом с твоим отцом, видел всю школу Аниканова, я вот, это я считаю, на 90% сыграл уже то, что потом у меня кто-то появился. А вас кто в институте тренировал? Никто. Потом батя твой начал. Ваши результаты, которые вот останутся как бы навсегда уже такие, вот какие? 10-32 в 60, когда я округ 60, выиграл, 10, мастер, 32, да? мастера 10, выполнил. 32. И только перешел я в 67, 15 вырвал, вот 45 я тебе рассказал, с приседанием на груди толкнул. Вроде бы до меня стало доходить, что не надо гонять вес. И вот только я начал, вот после армии уже, и мне, когда увидели ораву моих пацанов, что на каждую тренировку, вот у меня, представь, на каждую группу, у меня было 5 групп. Вот Это ты где? не поверишь, в Кумертау, когда я распределился. В 10 часов построение у меня, ты можешь представить? Вечера. Утра, вот 10 часов Утра. построения, 20 человек у меня стоит. Ага. На 5 минут опоздал, вон из зала. Каждая тренировка начиналась с построения и с разминки. Это могут подтвердить все мои кумертауские воспитанники. И каждая группа по 20 человек. Ну и какие это результаты дало? Мы по юношам, я мог 5 командами выиграть Башкирию. У меня уже в 86 году был чемпион России и серебряный призер Советского Союза. Мне 26 лет, а у меня призер Союза. И у меня как раз банда приперлась со школы, трудовик притащил 50 детей. И вот среди этих 50 детей были как раз и Тюкин, и Хабибуллин. Ну вот отсюда я вашу историю только начинаю знать. Да, а как раз в 90-м я первый раз выставил свою выставку на чемпионате России в Уфе. И она произвела что-то такое хорошее для всех впечатление, что меня уже на Союз тоже с ней потащили. И вот уже потом после этого в Харьков на Кубок Дружбы. Ну, уже очень много городов, которые просили ее привезти. Вообще, если сравнить времена тяжелой атлетики, Эдика Тюкина, уже как вот, ну, большого спортсмена, мои, как следующего поколения, наверное, да, можно назвать меня, и вот сейчас Киреева. Вот чем вот эти 3 подготовки, 3 истории отличаются? Ну, самые классные времена были у тебя. Именно по условиям, по выделяемым средствам. Самые паршивые у Киреева. Но тем не менее вы говорите, что со мной было тяжелее всего работать. Ну, конечно. Ты, во-первых, был уже на фоне их гораздо титулованнее, и ты каждый год приносил медали, за которые надо было из глоток вырывать. И, понимаешь, люди-то тоже уже видели. Имеете в виду, что воевать больше приходилось? Конечно. Я ведь, вот чем больше я тебе доставал, я понимал, что тем больше надо. И самое-то главное, что корм-то в коня шел. Ты ведь все это, то, что я вырывал из глоток там, убирал, вот, мне же предъявляли и тренера, что деньги, которые там выделены на федерацию, там я выдергивал на Клоку, потом-то все затыкались, потому что видели, что это все равно в конечном итоге на пользу всей федерации Башкирии идет. Потому что сколько лет ты же был флагом федерации. Ну вообще вот сборная, отношения друг к другу в сборной как-то. Ну вообще какой-то климат внутри команды вот в эти 3 периода в чем отличается? Потому что они разные. Тюкин, они все в конечном итоге после вот этой перестройки, когда вообще ничего не было, когда спорт никому вообще не был нужен. То есть нищета была при Тюкине? Да это вообще начинали когда. И вот когда появилась вот эта база в Таганроге, 99-й год, вот тогда они уже действительно начали себя чувствовать людьми. В этой Рузе ведь и сколько травились в то время. Одно блюдо было в то время. Это лапша и эти куры, куриные ножки, это же было фактически. И после этого, когда попали на базу в Таганрог, ну не знаю, как вот из какой-нибудь нищей Африки попасть в Америку, наверное, вот так же можно сравнить. Я с батей никогда лично не говорил о том, почему он меня не хотел в штангу отдавать. Но я думаю, я уверен даже, что вы с ним об этом говорили. Почему он не хотел, чтобы я в штангу шел? Понимаешь, мне кажется, вот это его то, что он настолько не использовал себя,
Не реализовался? Настолько вообще, он близко себя не реализовал. Когда в 83-м году он присел на груди 270 и толкнул их, Писаренко прямо вот так стоял и говорил: Слава, переходишь во второй тяж, я завязываю, блин. Он же просто людоед был. Так все-таки, почему он не хотел, чтобы я туда шел? Ну, видимо, все-таки у нее этот осадок вот этот был. Расскажите ту историю, когда вы на кухне вот это вот общались. Ой, это лучше Финальную точку. Это кошмар был. Там же, мы же сидели, я приехал, как всегда. Я говорю, кому бы я ни приехал в гости к родне к своей, я все равно себя так не чувствую раскованно и так дома, как, говорю, у Клоковых. И они, да, мы это знаем. И говорю, обижайтесь, не обижайтесь, мой настоящий брат — это Слава, вы потом уже. И они, да мы знаем, и никто это даже не ревнует, не обижается, потому что это на самом деле так. И вот в очередной мой приезд, балдеем, как всегда, поляна накрыта. Мама у тебя тогда шуршала, ой-ой-ой, блин. Столы-то всегда накрывала такие, блин. Сидим уже, все. И надо же было, что-то я вышел. А я же на тебя и внимания не обращал, потому что ты не занимался штангой, для меня ты уже был отрезанный ломонь, ну, пропащий. И когда ты подошел, дядя Айдар, вот хочу штангой заниматься, а папа не разрешает. Ой, что началось ведь-то. Ты не видел? Мы же уже вилками. Не, я слышал. Мы уже с вилками кинулись друг на друга. И там за его кадыки, за мой кадык цента никто бы не дал. Я бы 100 пудов пропорол бы ему, кадык или он мне. Просто мама твоя между нами, я ее такой напуганной никогда не видел, там еле-еле. Ноги, говорю, моей ваши никогда не будет. Никогда не прощу тебе этого, блин. Кто ты после этого вообще не штанг... Ой, сколько я ему высказал. Они же меня на улице поймали. Батя твой поклялся, что все в штангу ты пойдешь, блин. Там же такой скандал был. Я даже вспомнить боюсь, блин. Это было сильно, блин. Вот первый раз мы с ним вот так вот, что я готов был, несмотря на всю его мощь, если бы успел, я бы ему точно вилку воткнул бы уже, потому что я его возненавидел тогда, блин, просто. Да я не слишком сопротивлялся, я же как, ну как против родного спорта сопротивляться. Но понимаешь, с чем он столкнется, и после этого я должен был обязан быть думать не на там 5-10 лет вперед, а и на 20, на 30, с чем он столкнется, что жизнь потом 50 впереди. Конечно, самому хотелось, не реализовалось, не повезло с Олимпиадой-то в Москве в 80-м году. Ну вот, я выиграл перед Олимпиадой чемпионат Союза, то есть мог вторым номером попасть в 110 по стороне с Леней Троненко. А Василий Иванович Алексеев 2 года не выступал, пришел к Павлову, председатель спорткомитета тогда был, и тогда не было в штанге трехкратных олимпийских, он пришел и говорит, я стану первым трехкратным в штанге. А он никогда никого не подводил, и ему поверили, и включили в команду, а меня в запас, молодой успеешь. И Вася, Василий Иванович, царство небесное, забаранил первый раз в жизни. И команду подвел, ну и сам так бесславно ушел. Вот, а 84-й бойкот, то есть, поэтому, естественно, понимая, что то, что ты не достиг в спорте, ты можешь попытаться воплотить в своих детях, также многие родители. Естественно, я хотел дать образование, но когда на меня давили, давай отдай Димку спорт, ну, конечно, я вначале сопротивлялся. Это они орут, что я очень не хотел. Ну, как не хотел? Конечно, я хотел. А еще бы лучше совместить это и образование, и спорт. Вот. Ну, короче, согласились, и все. И мы Диму сказали, завтра с Геной поговорили. Все, и объявили, что все, ты в штангу. Вот сейчас можете сказать, что вы пожалели о том, что батю привели в президентство тяжелой атлетики, ну, в федерации? Абсолютно. Зато он понимает... Как все закончилось. Как закончилось, конечно. Не, я имею в виду, вот уже зная, как все закончилось, оценивая вот это вот, потому что это было с вашей подачи, вы жалеете о том, что вы его подтолкнули в президентство? Нет, все равно. Сколько он сделал для тяжелой атлетики, это до сих пор еще, понимаешь? Вот. Ну, от себя же до хрена. Ну, не был бы он президентом, даже вот этой академии бы не было.
А вы сами никогда не хотели на главного, на... Ой, батя, мне сколько раз Да я знаю, предлагал. вот я поэтому спрашиваю вас. Вы сами не хотели? Если любой другой вот скажет, чтобы он не хотел, да, люди могут не поверить. У меня, почему я могу об этом честно сказать, потому что Клоков мне предлагал вначале юниорскую сборную, вначале взрослую, потом юниорскую. Когда вот уже Овсетова сделали главу, он мне юниорскую прямо силой толкал. И я... Мне даже вот буквально недавно, несколько лет назад, когда тут у нас один из директоров школы в опалу попал, и меня оставили директором спортшколы, я и то сказал, я тренер, я больше ничего в этой жизни не хочу. Не, он тренер, да, действительно, он тренер. Он тренер, поэтому он никуда не дергается. Это его, сколько он детей спас от улицы, от наркотиков. И ему поэтому, наверное, Господь Бог прощает то, может быть, не самое хорошее, что он мог в жизни допускать, за то, что он очень многих просто сохранил как людей, запустил их в жизнь, заменил где-то отца. Он никогда никого не выгонял, он всех принимал, вели. Он мог выгнать там, за предательство, за какой-то там, я не знаю, подлог, стукачество, там, кто мог выпить. Не дай бог, про наркотики вообще молчу. С такими он беспощадно прощался. То как я мог тренерскую работу бросить? Для меня это... Я знаешь, когда хотел бросить? А вам никогда не хотелось стать там богатым, я не знаю, потому что вы, мне кажется, за исключением тогда, когда вы на рынке, ну, работали, Так, а у вас, тогда... мне кажется, тогда деньги у вас были. Да брось ты! Ну, по рассказам вы нормально жили. Все равно уходило на пацан. Почему зал-то и сохранился? А почему команда такая была? Все вы имеете в виду, что деньги, они в оборот сразу на пацанов шли, да? Как? Поэтому, может, меня и любят все, вот, и в гости приглашают, все. У меня Без нету зависти, да? черной зависти. У меня есть белая зависть. Вот я кайфую, да. Но черная зависть у меня была только к твоему отцу из-за тебя. Я всегда черной завистью завидовал. Почему ты не мой сын? Вот это было, конечно. Ну как, думаю, сам чемпион мира, такой великий, и надо вот ему фартит и Димка. Ну вы сейчас сами чем вообще живете, о чем мечтаете вот сейчас уже? Ой, кошмар. Не в камеру бы я тебе сказал, но не хочется позориться. С голоду не умереть, самое главное, блин, чтобы дети с голоду не умерли, блин. Ну. От зарплаты до зарплаты. Мечта вообще все равно какая-то есть. Мечтаем же мы все равно о каком-то нереальном. Мечта одна. Нет, она реальная. Она иногда уже почти в руках была. И это постройка центра и все, тяжелой атлетики. Ну, почему так все тяжело? Ну, не ту республику назвали Гондурасом. Вот и все. Ну, вы сами думаете, это все-таки Был бы я в Татарстане, где вот тот же взять, там маленький городок Бугульмажи, вот она рядом, мы каждый месяц почти ездим туда на соревнования. Но ведь начиная ледовыми дворцами и кончая этими залами штанги, у них их столько. Но она же есть уже на бумаге утвержденное все. На бумаге. Ну, есть проект, есть положительное заключение госэкспертизы. Я не чиновник, но когда вот у меня люди вот ее прочитали, сказали, это же надо, чтобы ее получить, это надо пройти инстанции, там миллион по земле, по воде, по коммуникациям. Это было все подписано, где-то 11 инстанций, и после этого была получена вот это положительное заключение экспертизы, госэкспертизы. Это вот все. Вот после этого не строить, это уже... И вот оно уже... Земля ведь выделена, все. Вы думаете, будет? Не знаю. Я, честно говоря, сейчас вот когда у нас появился зал, шибко как-то даже... Единственное обидно, что вот этот детдомию в любой момент могут под что угодно переделать. Там нестабильно, да? Ну, стабильно это вот центр тяжелой атлетики. Ну вот за весь период, сколько мы тренировались вместе, да, там, да вообще за все эти 20 лет со мной, когда вы работали, какой вы считаете самый у нас важный момент был? Потому что Пекин, он вроде считается, ну, крутой, но вот мне не он самые основные эмоции принес. Вот вам из всех этих 20 лет, что самое больше такое запомнилось? Да все запомнилось.
И как ты выступал в Чебоксарах, блин, и как ты корки мочил в Мценске, когда все уже меня уговаривали, мои мастера спорта, уберите Диму, мы уже не можем, от смеха помираем. Когда ты королем анекдотов был, прикалывал, хобби у тебя было. Ты вот любое взять, да, вот, любое есть что вспомнить, но вот, ну, самые, да любой твой мир взять, он такие зарубки оставлял на сердце, мама, не горюй. Где-то плохие, неудовлетворенность какая-то, где-то там еще что-то, но в любом варианте все вот годы, что с тобой, это дай бог каждому тренеру такого спортсмена иметь, это просто сказка. На самый тяжелый момент был? Лондон. Лондон это был. Самое обидное, что ты рядом не сидел, что тебе леща даже нельзя было отпустить, блин. Это же был просто кошмар. В чем разница между мной и батей была? Не, понимаешь, батя все равно, это неуправляемый из деревни, вырвавшийся на свободу. Ну, сам представь. И вот она, свобода. Единственный, кто им еще вот руководил, это был Аниканов. А так-то, ты Аниканов имел на него воздействие, да? Ты что? Хороший, да? Ты что? Ну, я имею в виду и в спорте, и да. вне спорта, да? Я не знаю, кого он больше признает в этой жизни. Серьезно? Я считаю, так как он признавал Викторовича, я не видел никого, чтобы он так вот, с таким трепетом тогда, а потом уже просто, и даже когда уже на равных, и когда он уже стал бизнесменом, и когда он был президент федерации. Вообще, вы счастливы сейчас? Ну, я, как-то меня спросили, говорят, ну а чё вот люди в 100 раз больше кайфуют, имеют там деньги, ездят там за границу, на курорты, имеют такие машины. Я говорю, да, они кайфуют. А я говорю, каждый день у меня какой-то пацанчик килограмм прибавил, какая-то девочка килограмм прибавила, на соревнованиях прибавили, тут выиграли, там выиграли. И теперь, говорю, сравните, кто больше кайфует. Я же кайфую все равно в 100 раз больше. Да, нету вот этих материальных ценностей, но есть то. Поэтому же говорят, вот самая, я считаю, обалденная теория счастья, это вот формула счастья, которую вывели, это когда человек с удовольствием идет из дома на работу, а с работы с удовольствием идет домой. Я считаю, лучшей теории счастья не придумаешь. Вот и ответ на вопрос, счастлив я или нет. Я вам желаю, Дарфурович, здоровья. И я верю в то, что центр когда-нибудь будет. Ой, Димончик, твои слова да Богу в уши, малыш.